Хотела сегодня никуда не выходить, думаю, сделаю варенька с картошкой. У меня все есть. На вареньке у меня есть мука, у меня есть картошка, лук, бекон, у меня вообще все есть. Мама вспомнила, что, правда, я же ей вчера обещала пойти купить сметаны в польский магазин и творог. Вот, ну и вот собралась, картошку уже начистила, и все же пойду. Вот, у нас такая холодина со вчерашнего дня, это просто аврал. Прям ледяной такой ветер, знаете, прям морозный такой, что мерзнет уже без капюшона, без шапки, мерзнет голова. Наш Нежин, это ж наш, да? Наш, украинец, экспортный вариант. Посмотрите, какие красивые консервации. Какая красивая упаковочка, так сказать, подача. Ой-ой-ой, смотрите, прям как-то радостно. Так, я уже дома пришла. Ничего вам не показала покупки, как планировала, потому что там произошла неразбериха в польском магазине. Попросила ее, взяла продуктов. Одни продукты в кошелке в этой оставила, вторые выложила на прилавок. Говорю, посчитайте мне это отдельно. Твейк, реконинг, то есть 2 счета. Вот. В итоге она мне кивнула, хорошо. И, в общем, все потом посчитала. Дело в том, что заплатила один счет со своей карты, а второй раз заплатила с маминой карты. Вот. И в итоге потом посмотрела, как бы у меня сняло 60 центов, но я это потом уже посмотрела. А у мамы 26 там с чем-то. Я думаю, у нее не было таких покупок на 26 с чем-то. В общем, в итоге такая неразбериха была. А у нас, получается, карта у мужа. А муж сейчас вообще не дома. Пока дозвонилась, узнала, сколько там снялось. Я подумала, что 2 раза снялось. И с моей, и с ее. Короче, бред. В общем, в итоге за все покупки снялись с маминой карты. У меня только сняли за 2 пакета. Представляете, как она так поняла, с чего она это взяла, это продавец, ну, девушка Полька там была, ну, вообще дурдом, конечно. Ну, ладно, перенервничали. Я думала, и с нашей сняли, и с той сняли, и как это все теперь доказывать, рассказывать, вот. Пока муж ответил, я бы, может, и сразу бы разобралась, но пока муж ответил, он там занят, что там, как там, я узнала, сколько там снялось. Ладно, неважно. Пришла домой, у меня здесь вот уже картошка варится на вареники с картошкой. Буду делать на кефире тесто сейчас. Марк хочет сделать сам, я ему просто все подготовила в гриле, в аэрогриле. Вот эти вот сосиски в слоеном тесте. Вот. Решили, что он только 5 штук, все не будем делать, потому что они потом будут лежать и будут не совсем вкусные. Вот. Поэтому вот 5 штук он себе сейчас делает. И вот у меня уже приготовилась картошка. Вообще классная на этот раз картошка. Вот этих 5-килограммовых пакетах шикарно разваривается. То, что я люблю. Не знаю, минут 10 и все. И она прям такая, знаете, прям крахмальная. Такая вообще классная. Обожаю такую картошку. Вот, уже лучок я поджарила. Сюда добавила. Сливочного масла сюда добавила. Соль, чтобы было в меру, потому что не соленая картошка, это будет невкусно. Все, теперь уже приготовила вот миску. Буду сейчас кефир, буду сейчас быстренько тесто и буду лепить. Муж туда-сюда уже придет. Он, бедный, и так целый день где-то голодный. Вот, поэтому нужно мне поторопиться. Тоже кефир, мука, соль не добавляю, потому что в последнее время заметила, что именно от соли мука плывет, как бы плохо склеивается и липнет к рукам. Вот так вот. Так что просто без муки, без соли. Достаточно будет потом, когда отвариваешь, воду подсолить. И у меня уже почти картошечка вообще прям вкусная-вкусная. И у меня уже почти вот готовы маркушины. Я сейчас ему отдам, и все, и начинаю уже возиться с тестом, начинаю его замешивать. Чай вишневый купила вот такой вот, только что польский, не дешевый, здесь что-то около 3 евро стоит. Вот эти все, ну там малиновый чуть дешевле, по-моему, что-то 2,60, это 2,80, ну в таких пределах. А в украинском магазине наш Лавара стоит тоже по-разному. В каком-то 2 с чем-то, в каком-то 3 с чем-то, 4, ну, одинаковые, имею в виду, коробочки. Вот, поэтому цены
везде разные. Сколько у нас там осталось? 5 минут. Наверное, много. Вот такая вот прелесть. Ну что-то я здесь, знаете, чего не вижу? Именно слоеного дрожжевого теста. Я бы хотела, я больше любила именно дрожжевое. Надо вот поискать, кстати. Потому что бельгийских я не видела в магазинах. Вот такая вот вкуснота получилась. Ну, красота. И это только начало. Вот. Говорят, тут просто сказка у всех. Ближе к Рождеству. Просто неимоверно украшенные здания и квартиры у них. Ну, дома. De basisschool geweest van mijn 7 jaar tot 12 jaar. Daarna ben ik naar de middelbare school gegaan van mijn 12 jaar tot 18 jaar. In die periode heb ik bij mijn tante in de stad gewoond. Daarna heb ik bedrijfsbeheer gestudeerd van mijn 18 tot Даша хочет узнать про клуб. Себе новый найти. Такой, который недалеко от дома, в отличие от Марка. Вот зашли. Это прям близкий. Когда мы завершим? Oh my god, I'm so sorry. Sorry. Ashes. So. Okay. Membership. What do you want to do? Actually, I just need the cardio zone. Так, я купила пасту. Ну, не пасту. Точнее, пасту типа тальятеллы. Да, это и есть она. Просто есть крупнее намного. Также у нас есть в холодильнике креветки, уже замаринованные, муж покупал. И я подумала, чтобы был соус более такой обильный. Вот зашла еще, докупила, боже, мюселен, как они, господи, боже мой, мидии. Потом взяла сливки, ну, к чаю, чтобы валялись, знаете. Вроде бы всего никто не уже, всем надоели, а все равно ищут по вечерам, чтобы его кинуть сладенького. Поэтому решила взять, чтобы были. Так, я, наверное, сейчас быстро готовлю. Пасту приготовлю. А муж придет, надо потом позвонить и приготовить соус, потому что у него соус получается очень вкусный. Очень. Прям, конечно, спец в этих делах. Приходишь домой, как только включаешь огоньки, сразу на душе становится как-то веселей. Как бы тебе не было грустно. У нас, кстати, уже такое, знаете, что-то сейчас на грани заморозков. Я слышу, во многих странах сейчас реально уже снег выпал. Вот здесь рядышком, где-то мне сегодня говорили, где же... Во Франции, в Валлонии, да. Ой, во Франции, в Бельгии, но в Валлонии уже там в кое-каких регионах выпал снег, поэтому слышно душок такой, знаете, именно морозный в воздухе. Но сегодня, слава богу, не было дождя. От этого просто как бы холодно, но
нет этой сырости, уже приятнее. Вот. А Марк заболел. Вот. Попал под дождь, были сумасшедшие дожди. Сначала попал под дождь, потом пошел... было очень холодно. В тот день, когда мы ездили смотреть дом, он пошел в тренажерный зал, вообще легко одет. Я на него по телефону кричала, просила, он меня не послушал. Одел там что-то, несколько кофт, которые его, конечно же, не спасли. Ну и имеем, собственно, предсказуемые последствия. Вот. И зла у меня на это все не хватает. Потому что я уже в тот момент понимала, чем это закончится. Вот. Все мои родные, мы как раз тогда собрались у нас поужинать, обсудить тогда этот дом, эту встречу. И все мне еще, да, ничего страшного, вот он молодой, там нормально он одет. Ну, я видела, что он одет был ненормально. Собственно, и имеем то, что имеем. Ладно, все готовлю. Быстренько ужин. Так, я обжарила, приготовила креветки в очень вкусном соусе. Они были замаринованы. И отложила их обратно. Приготовила именно, знаете, вот прям, чтобы они были сочные. Ну, сколько там? По минутке меньше. Наверное, по 3 секунды, да? По 30 секунд с каждой стороны. Раз-раз. Быстренько. И они сочные. Они вот такие прям, ну, в общем, альденте, как мы любим. Я их убрала, чтобы они сейчас тут не кипели, не варились, не смешивались с пастой. Вместо них добавила сюда мидии. Вот, добавлю сейчас сюда еще сливки. Добавлю туда еще пасту. Потом все это перемешаю. Вот, и потом уже сверху в тарелке выкладывать вот эти вот креветки. Я не хочу, чтобы они у меня сейчас вот здесь вот все было перемешано. Когда я добавлю пасту, мидии, да, сыр, да, я еще потом добавлю. Вообще желательно пармезан, но у меня не пармезан, у меня просто тертый сыр для пасты. Вот, а креветки уже буду выкладывать отдельно. Вот так вот. Мы любим, чтобы прям соуса было, знаете, прям хорошо. Вот, и креветки я сейчас добавлю вот лимончик, лимонный сок. Это одна из причин, да, вот еще. Потому что добавляешь лимонный сок, они приобретают совершенно другой вкус. А туда я не могу добавить, потому что сразу сливки свернутся. Вот, да, красота. И потом сверху выкладывать прям хорошенечко в соусе, чтобы они были... Видите, они как бы там в соусе. Много чеснока, лимон. Вот. Это классно. Сливочное масло, кстати, там есть. Вот, и все. Перемешаю. И в тарелку каждому, значит, честно. Будет сколько там креветок. Не так, что одному все, а второму 2 попадется. Остальные мидии. Ну вот. Так это выглядит. И это вкусно. Я уже попробовала. Бегу сейчас в Lidl. Марку хочу посмотреть вот эти Джой. Знаете, хоть я на него такая злая была. Я такая зла на него была вчера. Я не знала. Вчера думала. Я не знала, что мне вчера вообще с ним сделать. Потому что, как я его просила, мы как раз в тот день ездили смотреть дом. И было очень-очень холодно. Было очень холодно. Валерыч, человек, которому всегда жарко, и тому было холодно. Ну, то есть это было очень холодно. И он мне позвонил. Марк там спрашивал. Я не помню, там, что он мне спрашивал. Я ему сказала, что оденься тепло. Он мне начал. Он шел в тренажерный зал. Он мне начал, что там некуда вещи повесить. Ну, такой бред, знаете, какой-то. Начал говорить, что все ходят в зипках. Что он оденется, 2 кофты оденет, что ему вообще жарко. Я на него орала, прям сидела в траме. Я на него прям орала. Ну, знаете, прям приказным тоном, чтобы ты одел куртку. Вот я редко такое себе позволяю, но в тот момент, в общем, я уже другого выхода никакого не видела. Что вы думаете? Он все равно оделся так,
как ему захотелось. Он одел, правда, толстовку, сверху ту зипку, но это все равно, вы понимаете, учитывая, что он позанимался, а еще накануне он там, ну, он вышел мокрый, да, позанимался, а накануне, что-то за день или за два, он ходил на концерт. И тоже он там промок. Во-первых, он нам вспотел, потому что, сами знаете, концерт, там танцульки, туда-сюда, жарко. В помещении вышел, под дождь попал. Потом этим добавил, и все. И получайте. Теперь кашель, и все. Ой, жесть просто. Орала на него невозможно. И туда он шел на концерт тоже. Говорю, возьми зонт. Куда я с ним? Хотя, да уж посмотрите, какая в Бельгии погода. Ну, это сегодня так. А вообще дожди холодные, постоянно эти тучи находят. Боже, простите, у меня такой видон сегодня. Я затеяла уборку. Татьяна, мои все дела сегодня отменились. Вот. Я затеяла уборку и так и ничего не сделала. Ни волосы в порядок не привела, ничего. Вот. Ну, тем не менее, бегу сейчас купить ему эти джойки. Собираюсь, хоть сейчас одни повторки там пошли. То такая трата денег только, ну, ест они вкусные, да и ладно. И хочу зайти купить, закончились бумажные полотенца. Ну и вообще мозги проветрить. Вот, гляньте, какая погода. Посмотрите, как красиво. Хотя сейчас, ой, сзади вообще, гляньте, как. Так, здесь хорошо, что есть вот эти вот маленькие корзины, потому что в том Лидле нет. Нужно тягаться с собой. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, пусто, чисто, спокойно. По сравнению как там. Но капусты, наверное, здесь нет. Что здесь с этой капустой за проблема? Не пойму. Есть. Все, класс. Есть капуста. Так, взять. Вот эту возьму. Все. Отлично. Отлично. Ой, как здесь тепло, хорошо. Хотела сразу глянуть эти, скажите, Джой, эти, Kinder Joy. Как пусто вообще. Ну, удовольствие здесь ходить. Вот увидела, посмотрите, какие приятные бумажные полотенца. 4 штуки. Такие легкие, которые нам нужны. Вот. 2,85. Отлично. Так, мне нужно еще томат взять. Томат. Там что-то Валерий. Я ему звонила. Он тоже каких-то там продуктов накупил. Поэтому я ничего не буду брать, кроме такого, что на голубцы. Чтобы не было потом. Так, не разбери. А что здесь, кстати, продают? Шоколад. Уже зимние все, новогодние такие все. Сладости. Так, ладно, пойду здесь. Хлеб. Что у нас там с хлебом? Хлеб есть? Молоко. Молоко, наверное, можно взять, да? Молоко можно и у нас рядом взять в магазине, потому что здесь тащить отсюда. Кто меня умно назовет. Здрасте, больным. Здрасте. На, вот такие вот они. Я вообще по нечаянности зашла в Алди. Четко уверена, что я пришла в Лидл. Они же там рядом, и я на инерции шла, там что-то снимала. Туда зарулила, скупилась. Вышла уже, смотрю. Ё-моё, я же в Алди была. А сама себе думаю, что я в Лидл. Вообще обалдеть.
Ты позже их будешь? Ага. Да, позже будешь раскрывать. Вообще? Ну, честно, куда? Смотри, там, смотрите, там что там творится. Не, там надо просто их поставить вот так вот. И все тогда Ну вот хорошо. нахрена Всё ну, тогда- этот весь всё тогда прекрасно. мусор нужен. Ну какой мусор, если я... Ну же если хотя мне бы раздари нравится? там у тебя, которые повторки Так, кому-нибудь. Ну что, ну, кому куда нибудь? это все собирать в Кому? наших здесь скромных Кому-нибудь. квадратурах? Я уже кекаю, как настоящая бельгийка. Квадратура. Так, а Ладно, кому пошла вообще, раздеваться. Ох, это я принесла. Тут уже Валерий пришел. Мясо, похоже, принес. А ты где был, Валерусь? Что? А, ты был на рынке, что ли? Да, вот этот рынок, что мы ездили когда-то в... как это называется? На ферму. А они, оказывается, приезжают еще раз в неделю где-то в центре. Я по бумаге по этой узнала. И это намного удобнее, чем ехать. Мы ехали что-то прям, ну, прилично тогда. Яйца. Понятно. Все понятно. Так, вот это надо со стола убирать. Оно тут не надо. Зачем это все повыкладывать? Ой. Девочки, еще прям очень сильно не стемнело, но посмотрите, как красиво выглядит. Особенно вот со стороны. Вообще есть звездочки. Посмотрите. Ну, сейчас еще просто светло. Вечером будет, мне кажется, очень по-нарядному, по-праздничному. И гляньте, как красиво смотрится, выглядит. И еще я сделала так, как делала дома. Увидела, стояла на кассе в Алди. Вот, увидела, боже, за евро, за 99 центов коротенькую гирлянду. И сделала вот так вот. Я, наверное, скорее всего, никаких елок покупать-то не буду. Потому что ставить-то некуда. Я думала дерево взять, вот это вот дерево с этими. А там посмотрим. Может быть, и возьму. Посмотрим. И стояла, думала, коротенькая, боже, 90 центов, 99 центов. Думаю, я же могу... Сначала думала просто на дно корзины там положить, чтобы было красиво. А потом, думаю, вспомнила, как я дома фикус свой так увивала. И было очень нарядно. Вот, поэтому тоже неплохо. В общем, будет у нас немножко по-новогоднему. Ну, это вообще красота. Ну, вообще красота. Вообще, смотрите, как красиво. Ну, и даже без мандаринок, смотрите, там отражается. И будет вот здесь вот звездочки. Такое ощущение, знаете, иногда у меня, что я как в детстве не наигралась. И раннер очень красиво блестит на столе. Но почему-то на камеру нет. Здесь ниточка. Вот это все. Видите? Вот так вот блестит. Красиво. Так, я там уже расфасовала по... Такие были куриные грудки. Такие прям большие были. Надо выключить, а то шумит. Большие были куриные грудки. Я по одному расфасовала. И вот остатки фарша. То же самое. Сейчас отправляю в холодильник. Вот с части сделаю голубцы. Вот сейчас капусту буду отваривать. Рис уже отварила. Ну, в общем-то, такие вот дела. Я здесь уже капусту отбираю. Толстая она получается. Толстая. Вот эти листья. Я такие не люблю. Ну, какая была? Тут вообще капусту найти проблематично. Буду сейчас как-то обрезать. Ладно. Ничего страшного. Здесь уже, видите, пообрезала. Сейчас буду разрезать еще на кусочки. Вот уже фарш сделала. Так. Уже поздно так. Блин, что я так поздно их затеяла. Но завтра у меня вообще не будет времени. Девочки, ну, все. Да, я сверху у меня там просто нашла немножко лука и добавила его сюда уже, сюда в подливу, чтобы не лежал этот маленький кусочек. Навертела что-то, капуста капец тугая, она вообще не для голубцов, вообще. Поэтому, ну, уже как есть. В холодильник, в духовочку поставить бы их сейчас, но, к сожалению. Так, вот. Надеюсь, будут хотя бы нормальные.
честно. Вот, конечно, я назлилась, пока их сворачивала, такое.